Всем привет, дорогие друзья, с вами Сеня и небольшой видеовложик, который снова посвящен мажору. Дело в том, что совсем недавно вышла новость, из которой мы можем узнать, с кем же будет играть команда Na'Vi, да и все остальные на мажоре, на самом главном чемпионате. Ну, нельзя сказать, наверное, этого года, потому что все-таки год только начинается, мы не знаем, что будет летом, а летом, возможно, нас ждет какой-нибудь International, к примеру. Все очень этого хотят, все очень этого ждут. Но мажор, естественно, очень важный чемпионат. Это чемпионат мира, турнир, который собирает самые сильные 16 команд на данный момент. Ну, хотя, наверное, не так, потому что все-таки 8 команд получили прямые инвайты, исходя из прошлого чемпионата. Поэтому эти 8, скажем так, они, конечно же, ну, могут и не быть самыми сильными командами на данный момент. Все-таки самая точная информация это, скорее всего, рейтинг ЛТВ.Орга. Итак, вот, собственно, пары команд. У нас Na'Vi играет с Mouse Sports, Gambit играет с Nords, Flipside играет с FaZe, ну и какая там Hellraisers, где Hellraisers играет с СК. Вот такие вот пары для наших с вами СНГшных коллективов. Система, кстати, швейцарская. Швейцарская система, это значит, что команды, по сути, играют практически каждый с каждым. Ну, в общем, в данный момент сетку вы видели. Дальше победители проходят дальше, играют друг против друга. Проигравшие проходят, играют друг против друга. Соответственно, проигравшие, если проигрывает еще раз, потом играют снова. Вот самые такие лузеры с лузерами. И таким образом определяются команды, которые проиграют 3 раза, и команды, которые выиграют 3 раза. Соответственно, те, кто выигрывает 3 раза, они проходят дальше. Те, кто проиграет 3 раза, они вылетают из чемпионата. Это первый раз, когда такая система будет заюзана на мажорах, на финальной части. Потому что всегда у нас было 4 группы по 4 команды, и эта система не была самой, наверное, хорошей, потому что, то есть, по сути, 2 встречи ты проигрывал раньше и вылетал. Здесь нужно проиграть трижды, что, естественно, на 1 матч больше. И, конечно же, даже если что-то у тебя идет не так в первых 2 матчах, ты потом можешь все-таки еще как-то выкарабкаться из этой ямы. Хотя, конечно, тяжело, поэтому команды, которые, наверное, проиграют 2 раза подряд, скорее всего, уже не пройдут. Но тут надо будет смотреть, нужно будет видеть, что там, как происходит. Итак, Na'Vi Mouse Sports. Одна карта. Естественно, что одни, что вторые будут готовиться друг против друга просто жестко. Там, смотреть все демо-записи, смотреть, кто как играет. Напоминаю, что у нас тренером Na'Vi является Старик, с тренером Mouse Sports является Сергей Ломобот Бежанов. Это, кстати, 2 бывших тиммейта. Когда-то давно играли в команде Керчнет. Друг друга в любом случае знают, будут изучать стили. Поэтому однозначно, опять же сказать, победят Na'Vi или нет. В целом, конечно, есть свои плюсы и минусы. Плюсом такой системы для Na'Vi я бы сказал, что даже проиграв первую игру, они не будут нервничать. Они будут понимать, что у них есть некий запас, они лидеры, они в хорошей форме, у них есть скилл. Они, скажем так, будут постоянно думать, что они пройдут дальше. Они себя будут, не то чтобы утешать, а это вот на психологическом уровне очень хороший такой запас для команд лидеров, которые уверены в себе, что они, и даже если проиграют одну игру, ничего страшного не случилось, мы пройдем дальше. Но есть минус, конечно. Минус это одна карта. То есть с каждым соперником играется по одной карте. Да, по самой сильнейшей карте. Кстати, это еще один второй плюс для Na'Vi. То есть у Na'Vi были проблемы, мы помним, с Коблстоуном. Со всеми картами, скажем так, кроме Даст второго, что ли, насколько я помню. По-моему, да. В общем, какие-то там турниры Na'Vi играли, уже забыл. Я об этом говорил, посмотрите в прошлые влоги. В общем, Na'Vi были проблемы со всеми картами. Cobblestone плохо игрался, на Трейне были какие-то уже проблемы, на Мираже были проблемы, потому что Мираж, когда он так на Оверпассе тоже, в общем, там Мапулс хромал у Na'Vi очень сильно. Естественно, Na'Vi к этому турниру готовятся, уже сидят буткемпятся. Поэтому, конечно же, Na'Vi будут демонстрировать как можно лучше
свою игру и подготовят как можно больше карт. Поэтому для них, в принципе, с одной стороны, одна карта это всегда халява, как и для любой другой команды. С другой стороны, это лучшая их карта. То есть они не будут точно играть Cobblestone, скорее всего, да, они не будут играть точно там, естественно, нюк какой-нибудь, ну и кэш вычеркнут условно. Но опять же, я не знаю насчет нюка, потому что нюк они будут, наверное, тренировать в любом случае. Поэтому надо еще понимать, какие Нави играют карты в данный момент хорошо, ну, после буткемпа, то есть и после еще одной недели, да, на буткемпе. Какие Нави будут играть карты плохо. Но, опять же, свои самые слабые карты они забанят. Так же и Mousesports сделает. Ну и на одной ключевой решающей, на самой сильной карте обеих команд мы и увидим, кто же победит. Как-то так. Ну а кто выиграет мажор, я не знаю. Будем надеяться, что, конечно же, это Нави, но посмотрим, потому что конкуренция зашкаливает. До новых встреч. Надеюсь, влог вам пришелся по душе. Пока-пока.